Всем привет, мои хорошие! Добро пожаловать на канал! Приглашаю вас на постройку дома off the grid, то есть без электричества, без воды. В общем, такой аскетичный дом. На его постройку меня вдохновил именно вот этот участок. Мне очень понравилось, что он такой с выходом к воде. Мне показалось, что как раз-таки здесь могут жить люди, которые не хотят пользоваться благами современного мира. Они захотели вот так вот жить немножечко такими отшельниками, отказаться от электричества, от воды и как бы пользоваться только тем, что дала природа. Они построили себе вот такой вот маленький уютный домик, где будет посередине большая галерея, которая просматривается насквозь, и можно в ней сидеть, можно на ней сидеть. У меня еще была идея, что сверху галереи там будет тоже как природный садик, будет расти дерево, ну как бы именно имитация природы на доме. В принципе, вот такая вот была у меня идея, я ее успешненько воплотила, как мне показалось. Вот. Этот дом я решила сделать такой весь натуралистичный, из дерева, с использованием тоже вот каких-то деревянных элементов, каменных максимум. И я использовала вот эти прекраснейшие окна из нового дополнения «Эко-жизнь». Я их до этого ни разу не использовала, все никак не могла их приткнуть. А тут я увидела, что у них есть вариации с такими вот ажурными стеклами, и я не смогла устоять, честно. Я их воткнула. Они как-то не очень прозрачные, но мне очень, конечно, нравится, как это все выглядит. Остальные окна я сделала абсолютно обычными. По-моему, это из студенческой жизни, насколько я помню. Ну и по бокам я сделала вот эти большие из стирки окна. Они мне тоже очень нравятся. Они как бы выходят за рамки дома, и там можно поставить цветы, лавочки. В общем, как-то можно использовать это пространство, и это очень-очень круто. На самом деле, я очень радовалась этим новым окнам из «Эко-жизни», потому что они дают нам подоконники, и это прекрасно. Наконец-то у нас будут нормальные подоконники. Конечно, можно их делать из полочек, имитацию подоконников, но здесь уже готовый вариант, и он мне очень нравится. В прошлом видео я говорила о том, что я обожаю венки, и здесь я тоже их использовала. Я не смогла удержаться, мне показалось, что в этом доме обязательно что-то должно быть такое. Сначала я влепила два, потом я, в общем, выберу один, который на самом доме, потому что он все равно немножко не вписывался. Но тот, который на двери, я, конечно же, оставила, потому что он, не знаю, мне очень нравится, как он смотрится. Очень так по-домашнему уютно. Еще такая дверь, которая немножечко со стеклами, с витражом. Это очень так приятно смотрится. Я очень долго, кстати, декорировала вот этот водоем. В принципе, у меня раньше были небольшие проблемы с растениями, о том, как их размещать. Потом я поняла, что нужно, в общем, брать и кучу всего совмещать. Нужно, чтобы они пересекались друг с другом, тогда будет хорошо просто брать примерно то, что кажется нормально смотрится, и как бы по сути ляпать, и тогда у вас получится хорошая местность, хороший садик. Главное не стараться что-то сильно четко делать, тогда будет получше. Вот. Потом я добавила еще несколько деревьев. Кстати, одно из деревьев, которые я здесь попыталась использовать, натолкнуло меня еще на другую идею, которую я, надеюсь, скоро выложу. Вы, я думаю, оцените этот следующий домик. Так вот, здесь несколько деревьев, потом я еще долго мучилась с крышами. С крышами, да, всегда мучения, всегда какие-то сложные принятия решений. Я, кстати, очень много смотрю видео именно с точки зрения, как люди строят крыши. Я стараюсь учиться, потому что некоторые делают это просто фантастически. Ты не понимаешь, как у них работает мозг, что они это делают. Пока это мне не очень хорошо удается. Но я учусь, и вы, я думаю, будете видеть мой прогресс. Я надеюсь, прогресс будет. Я им сделала небольшой дворик задний, который выходит как раз-таки на тот прекрасный вид. Я, конечно же, поставила стиралку, имитацию стиралки, потому что электричества у них нету, поэтому они, скорее всего, стирают в тазу. Возможно, ходят вот в тот водоем, который у них прямо перед ними находится. У них белевая веревка и все такое.
Внутри я постаралась сделать все максимально типа натуралистично, то есть я использовала много дерева, много простых покрасок стен, которые такие вот, знаете, с подтеками. Есть такие наборы, мне они тоже очень нравятся. И все делать в таких достаточно спокойных, натуралистичных тонах, то есть много паркета, много такой коричневатой плитки. Мне кажется, для этого дома самое-самое то. И когда я искала, кстати, эти предметы для Off the Grid дома, сначала я зашла в специальную вкладку, но там как-то очень мало всего было. Мне показалось, что ну как-то не может быть, чтобы так мало всего было. Поэтому потом я зашла и посмотрела все остальные предметы, и на самом деле очень легко их найти. У каждого предмета указывается off the grid или не off the grid. То есть, в принципе, достаточно много предметов нам предоставляют разработчики, которые вроде как без использования воды можно, без использования электричества. Поэтому просто нужно читать в описании тех предметов, которые вы хотите разместить, и очень много, и несколько есть унитазов, несколько раковин, есть, по-моему, 2 или 3 плиты, которые off the grid, и как бы вполне можно обставить дом вообще спокойно, без проблем. Еще очень много разных свечек я понаходила тоже. И верхние лампы, кстати, тоже есть off the grid. То есть есть, которые со свечами, и их не один вариант, их несколько. Там и из вампирского набора, и еще с нескольких наборов. В общем, даже в нескольких стилях вы можете себе подобрать все, что вам нужно. Я начала со столовой. Здесь я разместила опять много-много цветов, много-много всего. Я обожаю разные стулья. Мне кажется, это очень атмосферно. И для этого дома это, мне кажется, идеально подходит. Из серии «Что было в доме, то и поставили». Мы как бы не расточительствуем. Мы живем тут без воды, без энергии, поэтому мы стараемся много не тратить. Вот, половички, все такое натуральное. Для кухни я как раз-таки вот подобрала технику, которая не использует электричество и воду, как они нам сказали. Кстати, я, по-моему, поставила раковину и не проверила, какая она будет. Но, извините, это я что-то немножечко прошла. Или я не поставила раковину, я уже не помню. Да, поставила. Да, поставила раковину, но уже не помню, проверила я или нет. Но там есть ряд раковин, которые спокойно. Еще очень понравилось размещать все эти свечки, то есть ты так ставишь, и все начинает светиться, и это все очень прикольно. Можно обыграть, везде поставить на всяких полочках, это очень так атмосферненько, мне очень нравится. Я постаралась здесь еще сделать открытые полки, поставила свои любимые банки, которые я обожаю. Они такие милые, классные, я часто их ставлю, потому что они выглядят очень прикольно. Еще поместила здесь тыквы, ну из серии, принес кто-то с огорода, положили просто на кухне, потому что им нужна темнота и сухость, поэтому они вот так вот там стоят просто на кухне. То, что раньше на самом деле был специальный холодильник для всех продуктов, которые Сим вырастил, сейчас такой роскоши нету, к сожалению, поэтому будем обходиться тем, что есть. Галерею я украсила очень просто, то есть тут просто 2 сидушки, 2 дивана, немножко света и все. Потом я перешла уже к ванной. Здесь я как раз-таки порезвилась, понаходила, что у нас off the grid, и оказалось, повторюсь, очень много всего. Конечно же, кучу свечей я добавила, опять эту полочку. Да, я люблю эту полочку, поэтому я ее часто добавляю. Но она очень интересная, она очень насыщенная такая деталями. Она очень живая и жизненная такая. Дальше в зале, конечно же, нету телевизора, но зато у нас есть большой шкаф для книг. Еще вот эта маленькая полочка из эко-жизни, шкафчик, полочка, она мне очень нравится. Она такая уютненькая. И также, конечно же, половичок
полочки, всякие украшения, эти картины. Конечно же, всего этого очень еще много. Единственное, что с шторы я практически не вешала здесь. Не знаю, что-то мне показалось они здесь лишними. И вот на эти огромные окна, которые выходят наружу, на них вообще очень сложно шторы подобрать, поэтому я решила просто их немножечко украсить, так же, как и в столовой это было. Здесь, конечно же, я опять кучу полок, кучу всякого барахлишка порасставляла, постаралась. У меня нету красной полки, временно у меня не подключаются моды, поэтому я немножечко помучилась. Надеюсь, скоро решу этот вопрос. Также я решила поменять кое-что на кухне, сделать креслице и вот эти чемоданы поставить. Я обожаю, кстати, эти чемоданы. Есть еще вариант декора с книгами. Тот вариант я тоже очень люблю. Мне кажется, они тоже такие придают какой-то такого жизненности интерьеру. Так, я думаю, я уже перешла в спальню типа родителей. Вообще, это дом для родителей с двумя детьми, взрослыми, скорее всего, там школьники, подростки, которые живут со своими родителями в этом чудесном доме без электричества и воды. Вот, родители живут в вот такой вот шикарной спальне, тоже все такое деревянное, немножечко покоцанное. Я старалась выбирать все, по-моему, это из походной жизни или что такое, я не помню. В общем, вписалось все идеально. И люблю еще вот эту коробку шкаф? Нет, коробка. Да, коробка. Использовать как столик. Ну, собственно говоря, идет как столик. И у нас еще вот эта детская, в которую можно, кстати, попасть из этой галереи. То есть можно подняться в спальню родителей, пройти через открытую галерею к детям. Можно и наоборот. Потом я поняла, что детская спальня напротив родительской с открытыми дверьми стеклянными, это немножко странно. Но в целом это, конечно, интересное решение, но немножечко странное. Потом, когда я уже достроила, все сделала, потом поняла, что у меня же типа школьники или подростки, но они явно ходят в школу, и им, скорее всего, негде будет сделать домашнее задание. Хотя, конечно, они часто делают домашнее задание на кухонном столе, но я все-таки решила поставить им хотя бы один рабочий стол. Они вдвоем, в общем, как-то разберутся, не будут ругаться. Компьютера, конечно же, нету, просто книжки, свечки, украшения и все, больше ничего. Кроме домашнего задания больше ничего не будет. Я немножечко добавила в галерею украшений и добавила еще вот этого оленя, которого я тоже очень сильно люблю, который в каске, в кепке, по-моему, в каске. Вот так вот выглядит этот прекрасный домик ночью. Мне он очень нравится вечером, когда все горит, все светится. На этом все. Надеюсь, вам понравился домик. Если у вас есть какие-то пожелания, обязательно пишите. Возможно, я построю по вашей заявке. Подписывайтесь, ставьте лайк, заглядывайте в инфобокс, там много всего интересного. Пока-пока, до следующих построечек.